Дикая лошадь плакала и умоляла о помощи, буквально теряя последние силы в каменном плену. Вы не поверите, кто в итоге стал ее спасителем. И как эта встреча изменила представление людей о преданности животных. Но прежде чем мы погрузимся в это драматичное повествование, дорогие зрители, у нас есть к вам небольшая просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы нас смотрите. Нам искренне интересно узнать географию наших зрителей, из какого вы города или страны. Это помогает нам чувствовать, что мы одна большая семья. Приятного вам просмотра. Бескрайняя степь, пахнущая солью, выжженной полынью и горьким ветром, никогда не прощала ошибок тем, кто осмеливался бросить ей вызов. Здесь, под безжалостным небом, каждый вдох был борьбой, а каждый неверный шаг мог стать последним. По этому каменистому океану, где горизонт вечно дрожал от раскаленного марева, шла Алта. Мудрая дикая кобыла, чья шкура цветом напоминала высушенную солнцем глину. Она была не просто частью табуна, она была воплощением самой жизни в этих суровых краях. Рядом с ней, то и дело спотыкаясь о жесткие пучки ковыля, семенил Кайр. Это был ее первый же ребенок, хрупкое существо на тонких, еще не окрепших ногах, для которого весь этот огромный, пугающий мир казался лишь бесконечной игровой площадкой. Алта не спускала с него глаз ни на секунду. Она была строгой и терпеливой матерью, обучая сына считывать невидимые знаки природы, улавливать едва заметный запах воды, затаившийся глубоко под камнями, чувствовать перемену ветра, предвещающую скорую бурю, и отличать безобидный шорох ящерицы от смертоносного затишья перед броском кобры. Каждое утро их путь пролегал вдоль древнего скального гребня, чьи острые вершины вгрызались в серое, выцветшее от зноя небо. Ветер здесь свободно гулял между трещинами, унося пыль и старые запахи, оставляя лишь чистое ощущение простора. Кайру нравилось вырываться вперед, слушать, как под его копытцами сухо щелкает и рассыпается мелкий щебень, чувствовать себя хозяином этих скал. Он еще не знал, насколько коварной может быть тишина гор. В тот роковой полдень, когда солнце стояло в самом зените, превращая камни в раскаленные угли, внимание жеребенка привлекла узкая, почти незаметная расщелина у самого основания скалы. Она выглядела как темный вход в другой мир, и оттуда веяло живительной прохладой. В глубине разлома поблескивали капли влаги, чудом сохранившиеся после ночного тума. Для маленького Кайра это было обещание тени и утоления жажды. Он радостно фыркнул и, не дожидаясь матери, ринулся в эту темную щель, мгновенно исчезнув из вида. Алта почувствовала беду всем своим существом еще до того, как осознала ее. Ее материнский инстинкт, отточенный годами выживания, заставил ее сердце биться в бешеном ритме. Отбросив привычную осторожность, она рванулась вслед за сыном, стремясь вытащить его из опасной зоны. Но природа в тот день была беспощадна. Земля под ее тяжелыми копытами, коварная смесь песка, щебня и вековой пыли, просто поползла вниз. Массивная кобыла не успела затормозить или отпрянуть. С глухим страшным звуком удара она соскользнула вниз, прямо в узкий каменный капкан. Все произошло с доли секунды. Тело Алты оказалось плотно зажато между двумя монолитными плитами гранита. Стены расщелины были настолько узкими, что они буквально сдавили ее грудную клетку, выбив весь воздух из легких. Она оказалась в ловушке,
где невозможно было ни развернуться, ни опереться на ноги, чтобы вытолкнуть себя наверх. Каждый судорожный рывок, каждый порыв отчаяния лишь усугублял ее положение. Острые края камня, словно лезвия, впивались в плечи и бока, сдирая шерсть и кожу до живого мяса. Боль была тупой, нарастающей и всепоглощающей. Она заполняла все сознание Алты, заставляя мир вокруг тускнеть. Дыхание стало рваным, коротким и судорожным. Оно отдавалось гулким тяжелым эхом в тесноте каменного мешка, будто сама скала начала дышать вместе с ней в унисон. Кайра, оказавшийся на небольшом уступе прямо над матерью, дрожал всем своим крохотным телом. Его тонкое жалобное ржание металось между скал, улетая далеко в степь, но никто не спешил на помощь. Через некоторое время на горизонте показались силуэты других лошадей из их табуна. Они подошли к краю обрыва, настороженно втягивая воздух, пропитанный запахом крови и смертельного страха. Лошади замерли, их уши были направлены к скале, но в их глазах не было сострадания, только холодный расчет дикой природы. Вожак коротко фыркнул, и через мгновение табун развернулся и ушел, не оглядываясь. Инстинкт самосохранения, требующий избегать опасных ловушек и запаха беспомощности, оказался сильнее памяти о родстве. Для табуна Алта уже была мертва. Солнце продолжало свой неумолимый путь по небосводу, превращая расщелину в настоящую печь. Камень под боками кобылы стал обжигающим, а тень, которая была ее единственной защитой, медленно уползала, оставляя ее под прямыми, жалящими лучами. Воздух вокруг густел, звуки постепенно притуплялись, а время растягивалось в вязкую, неподвижную бесконечность. Алта дергалась все реже. Силы покидали ее вместе с каплями крови, стекающими по серым камням. Каждый новый вдох давался тяжелее предыдущего, и в какой-то момент она просто перестала бороться. Она замерла, прижавшись щекой к холодной трещине в глубине разлома, и лишь смотрела вверх, туда, где на фоне ослепительного неба метался ее сын. В ее взгляде уже не было паники, только бесконечная печаль и принятие неизбежного. Жеребенок, изнемогая от жажды и жары, то ложился на раскаленный камень, то снова вскакивал, пытаясь дотянуться до матери, ткнуться носом в пустоту над ее головой. Его крик стал хриплым, голос срывался, а в глазах стояли слезы, которые он даже не успевал смахивать. Но именно тогда, когда мир, казалось, окончательно отвернулся от них, произошло то, что можно назвать только чудом. Издалека, со стороны бескрайних равнин, послышался низкий вибрирующий гул. По старой, едва заметной колее медленно двигался пикап. Это были два егеря, возвращавшиеся с многодневного обхода дальних рубежей заповедника. Они были измотаны дорогой и пылью, но их внимание привлек странный силуэт на скалах. Кайр, увидев приближающийся звук, сделал то, что никогда бы не сделал ни один дикий конь в здравом уме. Вместо того, чтобы скрыться в лабиринте камней, он собрал остатки своей хрупкой смелости и выбежал прямо к дороге. Он встал посреди колеи, преграждая путь тяжелой машине. Пыль облепила его потные ноги, сердце колотилось о ребра, но он не шелохнулся, глядя прямо в лобовое стекло, словно вызывая людей на диалог. Сергей, водитель пикапа, резко ударил по тормозам. Машина замерла в метре от жеребенка. «Ты посмотри на этого сорванца», — прошептал он своему напарнику Андрею. «Он же нас ждет. Он не боится. Что-то здесь не так».
Когда Каир, убедившись, что люди вышли из машины, развернулся и потрусил в сторону скалистого гребня, постоянно останавливаясь и оглядываясь через плечо, егеря поняли. Животное зовет их за собой. Подойдя к краю расщелины, они замерли в шоке. Алта была зажата настолько плотно, что казалось невозможным извлечь ее оттуда живой. Сергей и Андрей быстро оценили ситуацию. Нужно было учитывать ширину разлома, хрупкость осыпающейся породы и состояние самой лошади. Они понимали, что любая ошибка, любое лишнее движение домкрата может вызвать обвал, который похоронит кобылу заживо. Операция спасения была долгой и изнурительной. Сначала они ввели Алте легкое успокоительное, чтобы она не начала биться в панике, когда люди начнут работы. Затем, используя мощные гидравлические инструменты и деревянные распорки, егеря начали миллиметр за миллиметром расширять каменную щель. Камень стонал и скрипел под давлением металла. Мелкая крошка сыпалась вниз, засыпая раны лошади. Но люди не останавливались. Сергей закрепил лебедку пикапа за широкие брезентовые стропы, которые они с огромным трудом пропустили под телом Алты. «Давай потихоньку!» — кричал Андрей, направляя движение. Двигатель машины натужно ревел, тросы натянулись до звона. Сантиметр за сантиметром тело кобылы начало двигаться вверх и вбок, освобождаясь из гранитных тисков. Когда она, наконец, выскользнула на ровную площадку и бессильно рухнула на бок, егеря сами едва дышали от напряжения. Каир тут же подлетел к матери. Он не боялся людей, он видел в них своих спасителей. Жеребенок прижался к морде Алты, вылизывая ее закрытые глаза, тихонько подталкивая ее носом, будто умоляя встать. Егеря принесли воду в ведрах, смочили ее искусанные губы, промыли раны от каменной крошки. Они долго сидели рядом, наблюдая за тем, как к животному возвращается жизнь. Ветер принес долгожданную вечернюю прохладу. Солнце начало медленно опускаться за горизонт, окрашивая степь в кроваво-красные тона. Алта глубоко вздохнула, ее веки дрогнули, и она открыла глаза. Первый, кого она увидела, был ее сын, а затем две фигуры людей, сидевших неподалеку. В ее взгляде в тот момент не было ни капли страха, только безмерная, тяжелая усталость и нечто похожее на глубокое осознание совершенного добра. Прошло еще около часа, прежде чем Алта смогла найти в себе силы подняться. Сначала она долго стояла на широко расставленных ногах, проверяя каждую мышцу, прислушиваясь к биению своего сердца. Затем она осторожно вылизала шею Каира, вдыхая его запах, будто заново обретая связь с этим миром. Когда слабость окончательно отступила, кобыла мягко подтолкнула жеребенка головой, и они медленно тронулись в путь. Они несколько раз останавливались, чтобы передохнуть, пока на горизонте не показались знакомые очертания их табуна. Другие лошади замерли, узнав запах вернувшихся, и ответили тихим, приветственным ржанием. Алта и Каир влились в общее движение, и напряжение этого страшного дня начало растворяться в ритмичном стуке множества копыт. Но перед тем, как окончательно скрыться в сумерках, кобыла остановилась. Она обернулась и долго смотрела туда, где все еще стоял пикап егерей. В этом молчаливом взгляде была заключена вся история их спасения. Люди ответили ей коротким кивком головы. Мать и сын ушли в великую степь, где жизнь продолжалась по своим законам, но теперь в ней было на одно маленькое чудо больше. Дорогие наши зрители, как вы считаете, способны ли животные на такую осознанную благодарность? Или это был лишь случайный проблеск их инстинктов?
Поделитесь вашим мнением в комментариях. Нам очень важно слышать ваши голоса. А если эта история затронула струны вашей души, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить другие рассказы о силе духа и доброте. До новых встреч!